Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю сметанный торт «Мишка на севере». Торт многим очень знакомый и любимый с детства, который делается без яиц. Для его приготовления не понадобится даже ручной миксер, то есть очень простой, но необыкновенно вкусный, тающий во рту тортик. Итак, приготовим коржи. Здесь у меня 400 грамм сметаны комнатной температуры. 20% жирности. Я туда добавляю сейчас 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Также я добавляю туда щепотку соли, 320 грамм обычного сахара. И сейчас все это просто перемешиваю до однородности, чтобы сахар полностью растворился в сметане. Вот такая жидкая смесь должна получиться. Туда же я сейчас добавляю 70 грамм растопленного сливочного масла. Тесто для этого торта я готовлю с умеренным количеством сливочного масла всегда и с умеренным количеством муки. Поэтому этот тортик у меня всегда получается очень нежным, буквально тающим во рту. Здесь 400 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Я сейчас просею в тесто. Все это перемешиваю крупным венчиком до однородности. Вот такое достаточно густое тесто у меня получилось, такое оно и должно быть. И сейчас я его разделяю на две половины. И в одну половину я просеиваю еще 15 грамм горького какао-порошка, обычного какао для выпекания. И все это хорошо перемешиваю до однородности, чтобы какао полностью растворилось в тесте. Какао-порошок у меня обычный, не алкализованный. Вот такое ванильное шоколадное тесто у меня должно получиться. Сейчас я беру пищевую пленку, делю тесто на 4 части, и каждую часть я заворачиваю вот так вот порционно в пищевую пленку. То же самое я проделываю и с шоколадным тестом. И сейчас я убираю мои заготовки из теста. 8 штук у меня получится на 8 коржей. В холодильник где-то на 2-3 часа, не меньше, чтобы тесто было таким стабильным уже. Можете на ночь убрать. У меня прошло где-то 3 часа, и я начинаю сейчас уже раскатывать тесто. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Сейчас, как только раскатали, сразу убираем пищевую пленку и ставим выпекаться. Ничего здесь не ждем. То тесто, с которым мы еще не работаем, мы его храним в холодильнике, то есть по мере надобности достаем порцию теста и раскатываем. Пищевую пленку убираем вот так в сторону, не вверх, а именно в сторону, чтобы она не тянулась за тестом. Убираю выпекаться. Выпекаю примерно 7 минут в моей духовке. Сразу же, пока корж еще совсем горячий, я вырезаю корж по той форме, которая мне нужна. Потом это будет сделать уже невозможно, потому что коржи очень нежные, они очень быстро становятся хрустящими. Как только я выпекла все 4 ванильных коржа, я начинаю выпекать шоколадные коржи. Выпекайте всегда сначала ванильные коржи, чтобы вам посмотреть, сколько в вашей духовке потребуется времени на выпекание одного коржа. Потому что на шоколадных коржах это понять будет очень трудно. Я уже ориентируюсь по времени примерно 7 минут. Также выпекаются шоколадные коржи. Также, пока они еще совсем горячие, я вырезаю по трафарету
Коржи лучше всего хранить, простелив их либо бумагой для выпечки, либо пищевой пленкой. Вы можете их пару дней хранить в холодильнике и до месяца в морозилке. Вот такие обрезки. Получается, их не нужно выкидывать, они мне сейчас понадобятся для обсыпки торта. Какие они нежные. То есть видно, что тортик действительно тает во рту, судя по таким коржам. Теперь приготовлю крем. Здесь у меня 700 грамм сметаны. Холодная сметана у меня. 20% жирности. Добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара и 130 грамм сахарной пудры. И все это просто сейчас перемешиваю венчиком. Ничего здесь я не взбиваю. Вы можете также взять и обычный сахар, но сахар он сильнее разжижает сметану. И все, смотрите, крем готов. Начинаем сборку торта. Выкладываю примерно по 3,5 ложки крема на каждый корж. И сразу же разравниваю. И чередуем сначала шоколадный корж, потом светлый. И все также прослаиваем кремом. Примерно вот так вот 3-4 ложки выкладываем на коржи. Коржи у меня, как я уже сказала, 21 сантиметр в диаметре. Делается этот тортик очень быстро, справится даже новичок, порадует всех и детей, и взрослых такой торт. Кладу уже последний корж. Также последний корж, самый верхний, я промазываю сметанным кремом, для того, чтобы он тоже пропитался и чтобы на него хорошо ложилась посыпка. Ставлю теперь торт в кондитерское кольцо и убираю буквально часа на 3 в холодильник. Очень нежные коржи, они очень быстро пропитываются. Тортик получается примерно 6 сантиметров в высоту. Сейчас, пока у меня пропитывается торт, я измельчаю обрезки в измельчителе и приготовлю их уже сразу для посыпки торта. Я уже достала торт из холодильника, он у меня уже пропитался. И убираю сейчас всю ацетатную пленку, с него разравниваю бока и начинаю его уже украшать так, как мне захочется. Здесь в моем случае это крошка и орехи. Крошку, которую мы сделали из обрезков. Если же вы хотите его украшать кремом потом впоследствии, либо мастикой, вы можете орехи также прослаивать между коржами. Но когда для домашнего чаепития, не обязательно прослаивать орехами каждый корж, а лучше сверху ими посыпать, потому что орехи, получается, более хрустящими остаются. Здесь у меня 50 грамм примерно обжаренного фундука. Орехи можете брать абсолютно любые. И украшаю просто безе. Вы можете украшать по вашему желанию чем угодно этот торт, но так как у нас название «Мишка на севере», все-таки немножко белого цвета должно присутствовать, чтобы напоминать нам о снеге и сугробах. И сейчас разрезаю. Разрезается торт превосходно, он очень нежный и мягкий. 8 коржей у него вот такие прослеживаются. Он буквально тает во рту, этот тортик. И я думаю, что порадует всех ваших близких. Если вы хотите делать уже для украшения, я советую взять 1,5 порции, чтобы тортик был у вас уже, конечно же, повыше. Торт прекрасно надламывается вилкой, все коржи прослеживаются.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.